Дорогие друзья, всех приветствую. Мы снова на рыбалке. Точнее, я на рыбалке. Приехал попробовать половить леща. У нас сейчас уже недели две стоит жара за 30 градусов. Не знаю, как рыбка клюет, не клюет. Но сидеть в душной квартире — это еще хуже. По берегам просто лагеря стоят кругом. Стоит лагерь. И так вдоль всей Волги я проехал. Вот нашел себе такое местечко. Такое местечко. Еще Андрюха обещал подъехать. Надеюсь, подъедет. Единственное, здесь кувшинки будут мешать. Вот, кувшинки. Ну, я сейчас замешу прикормочку. И, наверное, залезу, искупаюсь и попытаюсь эти кувшинки маленько повыдергивать, чтобы они не мешались вываживанию. Если, конечно, будет что вываживать. Ну ладно, не будем терять времени. Тогда замешиваем прикормку и вперед. Вытаскиваем вещи все вниз, спускаем. Такой спуск. Лесенка. Рыбалочка начинается. Вот. Яхты у нас тут одна за одной плавают. Ладно, вперед. Друзья, будем замешивать прикормкой. Значит, ну, как обычно, пшено сваренное 1 к 1. Пачка пшена. Пачечка пшена 1 к 1. Такое оно чуть тверденькое. Так, пшено. Теперь, чтобы оно по суше стало, насыпем туда геркулесу пачку. Да, движух сегодня на Волге, конечно. Пачка геркулеса. Это перловка вареная в пакетиках. Чтобы не заморачиваться. Очень удобно варить. Не знаю, даже пакетик или 2 добавить. Но я, наверное, вот так вот оставлю себе. На всякий случай на насадку. Вдруг будет клевать на перловку. И 2 пакетика мы туда добавим. Люди купаются, попросились искупаться. Ну такие, да, снизу она не холодная. Я так стал. Кашки перловая. И теперь немножко покупной прикормочки. Лещевая. Для запаха полпачечки. И это, а это река Лещ. Для цвету. Ну и все, это все перемешиваем. И потом чуть-чуть постоит. Там пшенка еще, она такая мокрая, каша. Маленько постоит, и добавим мы кукурузы в баночку. И добавим мы еще чего мы добавим.
для запаха добавим сенсус. Колпачок. Буквально. Сейчас она маленько настоится. И я вот думаю, что такого ведерка нам на рыбалочку хватит. Хотя не факт. Тут безопасно, если навернуть. Максимум, что там то, если с высоты. То она уже получается Выпрыгнешь сначала. достаточно. А ты хотя бы просто переворот вокруг себя сделай. В воде это без проблем вообще. Хоть 10 Нет, назад. Ну и добавим кукурузки. А что я должен сделать? Я это в детстве обожал делать. Водичку Вперед. добавлять не будем кукурузную. Вперед нос заливать сильнее. Так тоже. Нет. Не. Вперед, вперед. Хотя это уже Добавим давно и не шел. немножко оставим на насадку. Останется на насадку кукурузы, перловка. Вдруг пригодится. Еще раз перемешиваем. Все, и даже по влажности практически. Сейчас. Прикормка влагу маленько заберет. Ну да, вон. У меня получилось. Кстати, по идее, это, ну, как легко. Да, ну на Волге сегодня, конечно, Берешь свеж. вот так вот. Не знаю, место такое небольшое, конечно. Я вообще правильно понял, что это нужно Вот над что у нас водой получилось. сделать? То есть мне нужно просто вот так вот. Сейчас настоится. Просто обычно с животом проходит над водой. Я не знаю, я под водой. Это Будем вот надеяться на подход не надо толкаться хороших особо. подлещиков. Я сейчас А может, дернул лещей. ногу, ну, из-за того, что с воды прыгнул и вот так. А у меня получается назад. Ну, это типа вот так, мама. Оксана Смотри, сказала, нормально. мелких Как не ты- привозить. Что ты имеешь в виду? Так что будем ловить только больших. Ну вот как бы практически и все. И ну вот и последний ингредиент. Так притягиваешь взгляд. Оторваться невозможно. Это сенсус. Добавляем буквально колпачок. Можно чуть-чуть побольше. А, это плотва. Я же говорю, Я хотел покупать для леща, но прислали для плотвы. Я отказываться не стал. И в итоге уже раза 3 проверил. Все работает. Вот где-то грамм 200 воды. И потихонечку добавляем и мешаем. Такой у него непонятный сладкий приторный запах. Ну вот как-то
приблизительно вот так получается. Вот и все перемешиваем. Вот получается прикормочка. Она сейчас маленечко подсохнет, влагу берет в себя. Ну все, можно доставать донки, расставляться. А нет, пойду-ка я искупаюсь и повыдергиваю пока всякие кувшинки. Ну вот, доночки закинуты. Три штучки. Я так их кучника поставил, потому что Андрюх еще приедет. И справа место оставил Андрюхе, чтобы он расположился. А здесь вот, не знаю, вот сейчас залезу, покупаюсь, пообрываю вот там тинки. И думаю, что где-то здесь расположусь, поставлю фидер. Вообще сегодня такая идея, попробовать сравнить донки крокодил. Ловить будем на сало с чесноком. Монтаж такой с коротенькими поводками. И стандартный фидер на опарыш. Ну, может быть, сало там подвешивать. Но у меня, в принципе, кукуруза, перловка, опарыш и сало. Больше с собой ничего нет. Так что сейчас тогда раздеваемся, купаемся, выдергиваем тины, а доночки пусть стоят. Вдруг кто-нибудь проклюнется. Так что пойдем купаться. Друзья, смотрите, поклевочка. Пока я тут купался, кстати, уже была поклевка, и вот еще одна. И еще одна поклевочка. О! Это да. Это, похоже, мимо. Пока я купался, была поклевка. Одного я вытащил. А этот, к сожалению, мимо. Так что донки. А, есть. О, мелочевочка. Совсем мелкий. Поклевал как большой. Даже странно. Но тот предыдущий был лучше. Что, перезакидываем. Уже радует. Две поклевочки есть. Ну вот. Так, уже приятно. Я даже не ожидал. Две поклевочки. Пока купаемся, считай. Вода обалденная, не знаю. Как под душем. И вот здесь уже, не знаю, видно, нет. Не видно его. Где он тут спрятался. Ну такой уже хороший, съедобный подлещик один. Так что обнадеживает это дело. Так вот мы расположились под деревцем. Сейчас вечером оно тенек дает. Классно. Хотя бы вечером от солнца спрятались. Сейчас две доночки перекинул. Еще одну. Надо, наверное, перезабросить. И уже надо фидером заниматься. До фидера руки так и не доходят. А то как же батл-то. И Андрюха уже звонил, где-то заблудился. Сейчас уже скоро приедет. Ладно, начнем, наверное, фидер разматывать. Классный вечерочек. Ой, что-то руки даже не доходят до фидера. Хотелось маленько посидеть, свежий воздух. Маленько про это место расскажу. Мы здесь уже ловили один разочек.
очень даже хорошо со Славкой ловились. Интересно это место было тем, что ну и здесь, вообще в этой акватории, с вечера рыба никогда не клевала. Вот мы сюда раз 5, наверное, ездили. И всегда было так, что вечером приезжаем, кидаем и фидер, и донки, и перекидываешь каждые 20 минут, фидер там каждые 5 минут закармливал. И все без толку. С вечера, ну, одна, максимум 2, даже ну, не поклевки, а какие-то наклевки. И все. Именно с этого места даже Славка один раз говорит, давай сбежим. Когда мы часа 4 с вечера здесь просидели, не увидев ни одной поклевки, говорит, давай сбежим. Но все-таки остались. Славка лег спать. Я до часу ночи, честно, досидел, не увидев так ни одной потычки. Тоже вздремнул пару часиков. И что удивительно, часа в 3 или в 4 утра проснулись, вышли. 2-3 подлещика сидело уже на донках. Вот. Перезакинули и начался клев. И мы тогда, не знаю сколько поймали штук, много штук поймали, но самых больших мы упустили. Славка тащил одного, ну я не знаю, за двушку, может больше. Очень большой, минут 10 он его тащил на фидер, очень долго выкачивал. Но здесь вот, как я говорил, здесь кувшинки, тинка под водой, недалеко от берега. И в прошлый раз точно так же было. И он уже его дотащил. Тот уперся в кувшинки и сошел. Вот. И также мы со Славкой в итоге часов до 11, наверное, дня доловили, купались уже потом с утра. Такая же погода жаркая была. Купались, и в это время все продолжало клевать. Так что посмотрим, как будет в этот раз. Но пока удивительно, что я сейчас уже одного поймал, уже съедобного такого, грамм 300, наверное, может больше. Вот. И один совсем маленький. Но, по крайней мере, уже было 2 поклевки. Это все на сало. На донке сало с чесноком. Вот, две донки перезакинул. Одну еще пока нет. Вот. Андрюха уже отзвонился. О, поклевочка, 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 поклевочка. Смотрите. Прям поклевочка. Продолжение будет. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Качает, качает. Но это кто-то мелкий опять. Опять на эту же донку, вот на которой я поймал предыдущего неплохого такого. Вытащил. Что-то без продолжения. 2 раза наклюнулся и пока. О, вот кто-то там еще есть. Будем, наверное, вытаскивать. Ну, слабенькая поклевка. Явно что-то не крупное. Ну вот странно, да, что вечером, причем не поздно, еще солнце не село. Сейчас время, наверное, часов 7. Удивительно, и рыбка клюет. Но продолжения нет. Посмотрим. Вот там может быть кто-то есть.
тоже никого нет. Ну, радует. Поклевочки есть. Уже не зря приехали. Ладно, тогда сейчас проверю эту доночку. Посмотрю, что на ней. И проверю, так, на которую еще не клевал, надо перезакинуть. И потом тогда уже начнем фидером заниматься. Ну вот так мы закинулись. Все, и фидер я соорудил. Доночки. 3 подлещика попались, 2 вообще мелкие с ладошечку. Андрюха. Уже тоже одну закинул, вторая пошла. Ну вот после тех 3 больше поклевочек что-то не было. Ждем. Сейчас фидер будем закармливать. Хотя бы кормушек 10 надо будет кинуть. Погодка шикарная. Солнышко заходит. Огонь. Ждем. У нас тут гости. Целый выводок. Уже подрос. Подросшие такие, да? Матери уже нету. Помнишь, были 2 недели? А, да, да, с мамкой Это плавали. Это они же. Ну, набирают. Ну, прям подонком прям плавают. Череет. Закат. А у нас пока тишина. Ждем. Ну, какая штука в ночи у нас проплывает. Это уже 3-й. Третий и самый маленький. До этого 2 прошло еще больше. Какой-то совсем, видать, старенький, да, Андрей? Что ты говоришь? Вообще, видать, старенький какой-то. А мы вот тут так сидим. Огонечек. Костерочек. Ждем поклевок. Что-то пока тишина. Первые утренние поклевочки. Посмотрим, кто там есть. Качает, 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 качает. Тут вроде Что-то есть вроде. Есть. Опаньки. Чуть не убежал. Чуть не убежал. Опаньки. Попался. Вот такой подлещик. 2 подряд.
Только закинул эту донку. И еще один. Неплохой такой. На сало. С чесночком. А сколько у нас времени-то, Андрюх? Вода горяченная вообще. С добрым утром, страна. Всю ночь просидели мы без поклевок. От слова совсем. Вот сейчас, наверное, 3:30, да? Где-то примерно. Вот пошли первые поклевки, поймали. Сколько? 2-3 уже. Такие. Не толстые совсем, но вполне съедобные. Надо скорее перезакидывать. Такое вот утречко у нас. Туман. Я даже не пойму. На камере даже туман настолько, что она даже не пробивает. Ладно, пусть маленько развеется. Но Андрюха там становится. Будем закидываться. Ну вот, наконец-то дождался. Я на спиннинг. Ой, на спиннинг, на фидер. Первая рыбка. Я уж думал, опять фидер без рыбы останется. Вау. Ничешный такой. Ну-ка, на солнце не видно. Во, фидерная рыбка. Первая. А так вообще на доночке мы уже поймали, ну не знаю сколько штук. Штук 6, наверное, 7. Да, где-то так. А вот на фидер стояло вообще тихо, ни одной поклевки. Что я только не насаживал. В итоге решил попробовать кукурузу насадить. И вот, пожалуйста, первая поклевка. И причем самый крупный из всех пока что пойманных. Так что что, продолжим на кукурузу? Интересно. Закидываем. Смотрим, что будет дальше. Друзья, хочу поделиться с вами. У нас тут такая история приключилась. Фу. В общем, поняли мы, как ловить леща на фидерной точке. Только мы это успели понять, получилось здесь сделать у нас 5 забросов. Значит, 3 мы поймали, 1 поклевка мимо. И 5-я поклевка, просто сильнейший удар. 1. И тишина. Прождал я минуты 3, 4, 5. Вытаскиваю, а поводок просто оборван. Что интересно, не на узле, не где-то, а просто оборван поводок посередине. И самый прикол в этом всем в том, что поводок с плетеной лески. То есть я заведомо вязал на поводок плетеную леску, но правда тонкую, 0,05, но все равно она плетенка. Килограмм до 2,5, до 3 она должна держать. Ну вот получилось так. Кто уж там клюнул, история умалчивает. Но вот с одного удара поводок оторвало. Потом я перевязал поводок, стал закидывать, зацепился за куст. Опять оторвал. Вот сейчас опять все перевязал. Опять закинул, но время прошло и что-то стоит тишина. За всю ночь швырял, ни разу ни за что не зацепился, не запутался. А тут вот, фух,
Ну и пока это все происходило, помимо этого всего, еще на донке клевало, на одну, на вторую, на третью. То есть у меня в течение часа не было такого, чтобы были все удочки закинуты. Андрюха обиделся, говорит, я с тобой больше не поеду вообще. Семья браконьеров, говорит. Да, Андрю? Фух. Но в итоге, может быть, мы поняли, почему такая разница в клюве. Потому что когда замешивались прикормку, я добавлял вонючку, эту сенсис, плотвиную. А Андрюха отказался сразу ее добавлять. Сказал, я так буду, как белый воин. И вот почему-то результат явно как бы разнится. Донки стоят вот в один ряд. 8 штук. 4 у Андрюхи, 4 у меня. У фидера 3 донки. У Андрюхи 4 донки. Вот, причем они у него стоят как бы ниже по течению. То есть, ну, априори, в принципе, вроде бы как должно клевать лучше. А по факту вот непонятно. Насадка одинаковая, сало с чесноком. Ну, на донках в смысле. Вот единственное, на фидер, вот я всю ночь кидал, ни одной поклевки, ни одной потычки. Ни на опарыш, ни на сало пробовал фидер. Вообще ни разу даже не тюкнуло. Только насадил кукурузу и просто вообще как начало. И вот пока с этими перевязками потерял кучу времени, минут 40, и вот, видать, стая отошла. Ну ладно, мы подождем, в принципе, поклевки были. Причем вот в течение часа постоянно кто-то клевал, что-то вытаскивали. Вот сейчас у меня затишье. Вот первый раз я 5 секунд выдалось, решил рассказать, что происходит. Так что смотрим дальше. Погодка, солнышко встает. Вообще красота. Я вчера тут купался часа 2. Вытаскивал тут травы тины, пучки. Вообще вон складывал здесь пучок, там. Ну не 2, но часа 1,5 я точно купался. И он там подлещички плавают. Вон они. Ой, садок, они тут замаскировались под тинкой. Ну вот где-то примерно такого размера. Ну и там покрупнее есть. То есть в целом рыбалка уже, можно сказать, состоялась. Хотя и такая жара на улице, вода вообще, не знаю, там под 30 градусов. Вот, думали, вообще ничего не будет. Но действительно, часов до 4 до 5 утра практически ничего не клевало. Ладно, еще подождем, посмотрим, может еще подойдут. Ну вот и все. Подошло к концу наша рыболовная выходной день. В целом все очень прикольно. Андрюхи тут в садке рыбу. Ну, у меня там не видно. Ну, потом, наверное, будем собираться вытаскивать, покажем. Ну что, можно подвести некие итоги. Сколько поймали-то, Андрю? Штук 20, наверное, поймали? Ну да. Ну да, где-то штук 20 подлещиков. Таких от 300 до килограмма, наверное. Вот. Был оборванный поводок. Было пару поклевок от дайфидер, что он со стойки слетал. Но не засекался кто-то. Вот. Но сейчас уже время, наверное, к 10, к 11, хрен знает. Вот. И поклевки уже последние минут 30. Полное отсутствие. Ну а по итогу, что лучше сработало, фидер или донки? Ну, наверное одинаково примерно.
Если бы я узнал бы, что сегодня лещ клюет на кукурузу, то, наверное, на фидер бы попалось бы больше. А так успели поймать штуки 4. Но все самые крупные на фидер. И еще поклевки. И поводок оторванный, и поклевки именно на фидер, и именно на кукурузу. На донке клевали на сало с чесноком. Пробовали пенопласт 0. Опарыш 0. То ли жара дает о себе знать, что он так на кукурузу сегодня захотел, неизвестно. Ну, в общем, все. Мы собираемся, купнемся, наверное, перед выездом. Ну и, конечно, покажу вам, что там у нас в садке, дабы не быть голословным. Так что будем собираться и домой. Не спали всю ночь. Хочется домой уже. Ну еще не прощаемся, рыбку покажем. Че мы там? Что-нибудь поймали? Хотя бы чуть-чуть-то. Хотя бы чуть-чуть поймали. Мне кажется, даже не чуть-чуть. Ну как-то так. Неплохо, хочу сказать. В целом-то, да? Че, вытряхиваем? Вот такой вот уловчик. И у Андрюхи еще вон ведро. В целом нормально, да? Да. Жалко 3-килограммовый. Нас, наверное, посещал, но не попался. Стоять! Стоять! Выключай! До следующих встреч!